Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать очередной зигзаг, узор зигзаг, но очень интересным и красивым способом. Всего у нас будет два ряда, которые будут повторяться на протяжении всего вязания. Для работы я буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Смотрите, в этом узоре высчитывать, сколько петелек нам нужно, я не буду. Я просто провяжу цепочку из воздушных петель необходимой мне длины и еще плюс-минус 10 сантиметров воздушных петель. То есть, если вот такая вот цепочка мне достаточно, я провязываю еще плюс 10 сантиметров к ней. Если в конце, когда мы с вами провяжем первый ряд, у нас останутся свободные петли, мы с вами их просто распустим с обратной стороны, и все. Самое главное, свяжите цепочку больше, чем вам необходимо, плюс-минус сантиметров на 10, потому что у нас узор будет зигзагом. Это скушает немножечко наше расстояние. Итак, вот мы с вами провязали цепочку длиной на 10 сантиметров больше, чем нам необходимо для нашего изделия. Теперь отсчитываем от крючка 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю вяжем столбик с накидом. Получаем вот здесь вот окошечко. Первая воздушная петля, одну петельку пропускаем, во вторую столбик с накидом. Второе окошечко. Воздушная петля, одну пропустили, в третью вяжем столбик с накидом. Третье окошечко. Воздушная петля, одну пропустили, следующую столбик с накидом. Итого у нас с вами получилось, смотрите, вот окошечко, первое, второе, третье, четвертое. Дальше вяжем 2 воздушные петли. В эту же петлю, куда вязали последний столбик, провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, одну пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Получаем первое окошечко. Воздушная петля, одну пропустили, во вторую столбик с накидом. Второе окошечко. Воздушная петля, одну пропустили, следующую столбик с накидом. Третье окошечко. Воздушная петля, одну пропустили, следующую столбик с накидом, не довязываем до конца, оставляем вот таким образом. То есть смотрите, если мы положим наш узор, узор идет зигзагом, вот здесь была вершина зигзага, теперь мы идем вниз, то есть будет наша низкая точка зигзага. Для этого мы с вами, чтобы ее сформировать, мы не довязали столбик, теперь делаем накид, пропускаем 1, 2 и в третью петлю провязываем столбик недовязанный, и теперь все петли закрываем. И вот у нас получилась наша, вот мы верхняя точка, вот нижняя точка. Теперь мы будем опять подниматься наверх. То есть узор у нас будет повторяться. Мы с вами провязываем воздушную петлю, одну петельку пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Первое окошечко, воздушная петля, одну пропускаем, во вторую петлю вяжем столбик с накидом. Второе окошечко, воздушная петля, одну петлю пропустили, третье окошечко, воздушная, одну пропустили, четвертое окошечко. Вот посмотрите, что получается. Видите, у нас вот здесь вот шел зигзаг вверх, потом вниз, теперь опять вверх. И вот здесь мы будем сейчас формировать точно такую же высшую, высокую вот эту точку нашу. Для этого мы провязываем с вами 2 воздушные петли. И теперь сюда же, в эту же петельку, провязываем столбик с накидом. Как видите, у нас уже идет повтор. Вот это повтор вот этой вершины. И теперь мы опять идем вниз. Провязываем воздушную петлю, одну пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Получаем первое окошечко, воздушная, одну пропускаем, во вторую вяжем
второе окошко воздушное, одну пропустили, во вторую вяжем третье окошко, воздушная петля, одну пропустили и не довязываем до конца. Вот видите, вот здесь была вершина. И теперь здесь раз, два, три, четыре. 4 окошечка, но четвертое не довязанное до конца, потому что здесь нужно еще сделать нашу вот эту вот точку, которая была внизу. Вот эту. Давайте ее сделаем. Пропускаем раз, два и в третью петлю провязываем недовязанный столбик, а теперь 3 петли за раз. Вот смотрите, у нас узор уже повторился. То есть мы шли снизу вверх, верхняя точка, сверху вниз, нижняя точка, снизу вверх, верхняя точка, сверху вниз, нижняя точка. И по такому принципу мы с вами провязываем до конца ряда. Я довязала до конца ряда, смотрите, у меня начинаем мы снизу вверх, потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и заканчиваем вниз. Но заканчиваем мы просто полноценным столбиком с накидом. То есть не так, как мы с вами вязали вот недовязанные столбики внизу, да? Нам продолжать не надо, поэтому мы просто провязали столбик с накидом. Теперь мы просто вот эти вот петли, которые у нас остались, мы их распускаем. И все. И переходим к вязанию следующего ряда. Итак, берем новый цвет и протягиваем через наше вязание. В принципе, если вы не хотите менять ниточку, тогда продолжайте тем же цветом. Набираем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание. И теперь будем вязать в наши окошечки. Делаем накид и вытаскиваем раз петля на высоту наших 3 воздушных, накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Если у вас нитки толще, чем мои, тогда сделайте 4, 3 накида. Если же еще тоньше, тогда сделайте 6, 7. Ориентируйтесь по вашим ниточкам. Теперь провязываем все петли, закрываем, воздушное. Следующее окошко точно так же. Раз, два, три, 4, 5. Все петли провязали, закрыли, воздушное. Следующее окошко. Раз, два, три, 4, 5. Все петельки провязали, закрыли, воздушное. Следующее окошко. Раз, два, 3, 4, 5. Все петли вместе провязали, закрыли, воздушное. Теперь у нас вот наша вершинка, вот такая вот галочка, там, где у нас было 2 воздушные петли. Делаем накид и сюда вяжем раз, два, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушное. И сюда же еще раз провязываем пышный такой элемент. Раз, два, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушное. И теперь будем вязать вот эти вот окошечки и идти вниз. Делаем накид, в первое окошечко вяжем раз, два, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушное. Следующее окошко точно так же. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушное. Смотрите, вот наш как бы низкий угол вот этот вот, и перед ним у нас еще 2 окошечка. Провязываем раз, два, 3, 4,
5. Провязали вместе, закрыли, воздушная. А теперь будьте, пожалуйста, внимательны. Вот здесь вот, где внизу, мы с вами будем вязать сюда и вот сюда. Вот сюда в серединку, в низшую точку ничего, в низкую точку ничего вязать не будем. Делаем накид. Вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5. Оставляем на крючке и переходим к следующему окошку. Вот это вот не трогаем. Вот сюда вяжем. Делаем накид. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли за раз, закрываем, воздушная. И теперь опять идем на подъем. То есть смотрите, в каждое окошечко мы с вами сейчас вяжем. Вот давайте посмотрим. 1, 2, 3 до нашей вершинки. Потому что одно окошечко мы уже провязали. Видите? Вот это, которое внизу было. Формально вот одно уже провязано. Одно, второе, третье, четвертое. Вот сюда вяжем 2 пышных элемента. Точно так же, как вязали вот здесь вверху. Потом идем на спуск. То есть вот вершина у нас будет. И дальше мы идем на спуск. 1, 2, 3. А потом четвертое окошко будем провязывать здесь и здесь за раз. Давайте вместе еще раз с вами провяжем. Я немножечко ускорюсь. То есть вот мы с вами провязали нашу низшую точку, низкую. Теперь в окошко провязываем. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Вот наша вершинка. Вершинку провязываем точно так же, как вот здесь. Вот сюда 2 пышных элемента. Провязали вместе, закрыли, воздушная. И сюда же. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Теперь спускаемся вниз. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Провязали вместе, закрыли, воздушная. Вот наша низшая точка. Будем вязать отсюда и отсюда. Вот сюда не вяжем. Переходим к следующему окошку. Вытаскиваем опять. Провязываем вместе, закрываем, воздушная. И теперь пошли наверх. И по такому принципу мы с вами вяжем до конца ряда. Опять вверх, вниз, вверх, вниз. Итак, вот мы с вами дошли до конца ряда, и в конце ряда в последний наш промежуток, в последнее наше окошечко я провязала пышный столбик единичный. То есть так, как обычно делала вот здесь вот, потому что здесь у нас должен быть низ, а вязать нам дальше некуда. Так, теперь мы с вами начинаем вязать следующий ряд, который будем вязать точно так же, как первый. То есть там, где мы вязали с вами столбики с накидом.
Только исключение, что теперь мы будем вязать вот в эти вот промежутки между пышными элементами. Набираем с вами 3 воздушные петли, как первый столбик с накидом, и 1 воздушную промежуточную. Разворачиваем вязание. Этот столбик у нас относится к вот этому промежутку, поэтому вяжем мы с вами во второй промежуток столбик с накидом. Воздушная. Следующий вяжем столбик с накидом. Воздушная. Следующий столбик с накидом. Вот вершинка наша. Воздушная петля. В вершинку вяжем столбик с накидом. Вот видите, у нас получилось 4 окошечка. 1, 2, 3, 4. В вершинке, так как в прошлом вот этом голубеньком ряду, мы с вами вяжем 2 воздушные. И сюда же, в эту же вершинку, столбик с накидом. То есть вязание у нас повторяется. Воздушная петля, столбик с накидом, следующий промежуток. Воздушная петля, столбик с накидом, следующий промежуток. Воздушная петля, столбик с накидом, следующий промежуток. Воздушная петля. А здесь у нас идет низшая точка, низкая, да? Будем вязать сюда и сюда. Провязываем сюда недовязанный столбик с накидом и в следующую точку недовязанный столбик, и теперь 3 петли вместе. Видите, точно так же, как мы с вами вязали здесь. И теперь опять идем на подъем. То есть по вот такому вот принципу мы с вами вяжем до конца ряда. Итак, вот я дошла до конца ряда, и теперь меняю цвет. Можно ввести в вязание новый цвет, можно провязать тем цветом, которым мы начинали вязание. Тут кому как нравится, смотрите сами. Узор теперь у нас будет повторяться. Мы сейчас будем провязывать ряд там, где у нас были вот эти пышные столбики. То есть начинаем вязание с 3 воздушных петель, поворачиваем работу и ровным счетом точно так же вяжем пышные столбики, потом в вершинку пышные столбики и вот такой вот двойной. То есть мы с вами полностью повторяем этот ряд. После этого ряда повторяем вот этот ряд. То есть фактически узор у нас состоит из 2 рядов. Первый ряд — это вот такая вот основа, грубо говоря, сетка, а второй ряд — пышные столбики. И так провязываем столько рядов, сколько нам необходимо для нашего изделия. И вот так вот выглядит узорчик, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.